Всем привет! Сегодняшний обзор снова посвящен новинке 2015 года. И на этот раз я расскажу об альтернативной модели набора 42043. Модель эта состоит из двух частей, и поэтому начну по порядку с этого сидельного тягача. Сам по себе тягач довольно симпатичный, он очень похож на основную модель, потому что кабина вообще заимствована полностью, одна точно такая же. Ну и функции тоже очень похожи, это рулевое управление. Вот двери открываются, кабина, ну все то же самое. Даже не буду подробно рассказывать, можете посмотреть обзор основной модели. Подвеска очень жестко, вот я давлю и практически вот только сзади могу продавить ее. Вот симпатичные топливные баки, очень легко они отваливаются, к сожалению. С другой стороны у нас здесь есть крепление для запасного колеса, оно очень низко. И если придавить подвеску, вот он касается земли колесом. Не знаю, зачем так низко сделано. Макет двигателя здесь тоже такой же шестицилиндровый, и он неприятно здесь торчит из-за кабины. Мне кажется, не очень красиво. Также здесь есть дополнительная одна функция, это сцепка. Вот так вот она блокирует здесь осью прицеп, когда он вставлен сюда. Если не до конца задвинуть, то тут вот так вот легко отваливается. Я уже один раз так сломал эту конструкцию. Наверное, надо было какой-то фиксатор сделать. Вторая часть модели — это полуприцеп. Стоит сказать, что сам по себе он довольно бесполезен, потому что, чтобы его функции начали работать, нужен батарейный блок, который остался в тягаче. Поэтому я сейчас подключу тягач, и мы дальше посмотрим уже на сами функции. Сразу стоит сказать, что на инструкции этот провод нарисован так красиво изогнутый, а на самом деле он почти в натяг, и выглядит это очень некрасиво. Ну что ж, мы подключили тягач и можем убрать подпорки дополнительные. Вот я специально сейчас не ускоряю эту запись, чтобы вы увидели, насколько медленно функция работает. Это не только касается этой функции. Мотор очень большое понижение имеет, и играть с моделью фактически невозможно. Вот теперь можно играть с моделью как единым целым, опоры не мешают. Здесь тоже есть подвеска в полуприцепе. Ход довольно небольшой, но нормально он работает. Для безопасной работы крана полуприцеп снабжен выносными опорами. К слову сказать, кран абсолютно такой же, как и в основной модели. Механизм выдвигания опор очень интересный. На самом деле, мне кажется, это единственная крутая фишка в этой модели. Смотрите, как он работает. Опоры сначала опускаются и только потом выдвигаются. Причем это все реализовано без каких-то дополнительных приводов. Это работает автоматически. Оп. В чем здесь минус? Едва я отключаю мотор к коробке передач, как они вот так вот просаживаются и касаются земли. Тоже недодумано как-то. Подробно показывать работу крана не буду, потому что, повторюсь, он точно такой же, но кое-что все-таки нужно здесь отметить. Давайте посмотрим. Посмотрите, с какой скоростью он поворачивается. Как вы думаете, можно отыграть? Сколько нужно терпения, чтобы дождаться, когда он повернется? Кстати, поворачивается он всего плюс-минус 90 градусов, что тоже немного странно. Потому что можно было бы сделать, чтобы больше был диапазон работы. Все, дальше он не повернется. Это жесть просто. К слову сказать, рукой кран здесь поворачивать нельзя, потому что там червячный механизм, поэтому вам придется каждый раз вот так вот ждать. Вместо грифельного захвата в этом кране, вы можете сказать, что это крюк? У меня язык не поворачивается назвать это крюком. Это какая-то просто жесть. Не знаю, как можно такое было сделать. Ну ладно, зато есть прикольная еще одна фишка, смотрите.
Да, он может поворачиваться. Но повторюсь, это какой-то ужас просто. Там детали еще остались, вот на фотографии можете посмотреть. Можно было что-то более привлекательное сделать. Я первый раз вижу такой ужас. Еще в комплекте нам такую люльку дают. Ее можно сюда повесить. И вот так вот это будет выглядеть. Ну, повторюсь, все это очень странно. Ну что, пора подводить итоги. Что касается тягача, мне кажется, он довольно привлекательный, но его нужно дорабатывать. Если вы хотите играть с полуприцепом, однозначно надо менять шестеренки. Здесь есть такая возможность. Уменьшать надо понижение от мотора, чтобы быстрее все это работало, потому что так, конечно, никакого терпения не хватит. В целом, мне кажется, модель так себе, конечно, слабая. Нужно либо ее как-то сильно переделывать, ну или вообще не собирать. В общем, как-то так. Все, на этом я прощаюсь с вами. Пока.